Ребята, всем огромный привет от меня и от наших любимых хоечек. Девочки, я здесь, смотрите, чем занимаюсь. Видите? Я уже перевалила из маленьких стаканчиков, вот таких вот масюпусеньких, две свои хои. Вот это куплено мною как Луис Бюйс. Белла Луис Бюйс. Девочки, посмотрите на листики, я не знаю. Ну, вроде она. Ну, по крайней мере, очень симпатичная. Я решила ее пересадить, потому как мне кажется, что после пересадки ее состояние должно улучшиться, хотя она сейчас неплохое, рост ее должен ускориться. После того, как я ее получила череночком, таким, знаете, маленьким, она очень долго укоренялась, и вот она очень долго растет. Во что я посадила? Это универсальный грунт от Квитка, Перлит и Серамис. Внизу белое, вы видите, пенопласт. Так, и еще одну я неторопливую хоечку тоже из такого маленького стаканчика пересадила. Это красавица Набаваенсис. Видите, какой у нее сплэшик? Она тоже приехала двумя маленькими листиками ко мне. Очень небюджетная. Очень я переживала, но она помалу, потихонечку начала растить свои листочки, веточки. Ну, веточками здесь еще рано что-то называть. Но вот у нее второй рост, даже, видите, вот там проклюнулся. Точка роста. И вот новые листики, видите, розовые. Они вот там вот, видите, вот. Второй побег. Вон он, справа от вас. В общем, слушайте, я решила ее пересадить, потому что она вроде как и тронулась в рост, но мне хочется более активного роста. Есть хои, которые в начале своего пути после укоренения долго-долго сидят, думают, а потом начинают уже набирать обороты. И это касаемо моего манипуренсиса. Хоя природная, манипуренсис фила. Сейчас я вам его принесу и покажу. Он у меня тоже сидел, но после пересадки вот таким же образом, в такой же объем, с таким же грунтом, не помню, да, вроде в этот грунт. Девчонки мне спрашивали: Аня, интересно, как в этом грунте будет расти. Ну, пока ничего не могу сказать, но манипуренсис растет. Манипуренсис фила, сейчас покажу. И корней напускал. И вот мне надо вот эту красоту переварить. Это EPC 260. Хочу тоже перевалить, но у него тут корней уже поболее. Хочу просто перевалить в этот побольше стаканчик. Идемте посмотрим на манипуренсис фила. Так, давайте с вами включим на стеллажах с хоечками подсветку. Я решила, ребята, что летом на южной стороне надо немножко поуменьшить искусственного освещения. Включаю где-то часа в 4-5 вечера, потому что сильно у меня здесь все загоревшие. Посмотрите, какой гунингадинг у меня здесь загоревший, прям весь. Кстати, гунингадинг отращивает листочки, видите, вот листочки. И, по-моему, он собрался цвести. Вот такой вот молодец. Надеюсь, что он разовьет это свое цветение. И точно так же у меня здесь вся загоревшая, как на пляже, красавица ундулата Long Leaves. Девочки, второй раз она с этого цветоноса дует бутончики. В прошлый раз что-то ей помешало, она их приоткрыла и долго не держала. Вот она у меня загоревшая. И вон, видите, Caudata Gold, как она? Orange Flowers. Все-таки это Orange Flowers. Продолжает цвести. Мы с вами ее... Сейчас, девочки, я сейчас пересадили в большенький горшочек. Ну, вроде пока тишина. Ни хуже, ни лучше. Бутоны не сбросила после пересадки. Растит, доцветает. Сейчас я загляну, подождите. Вот они.
Orange Flower. Видите? Я так уже вывернула штатив с камерой, чтобы вам показать. Спрашивали девочки меня в комментариях, а как же загорает ваша каудата? Ой, сейчас, девчонки, мы тут аккуратно все ставлю. Тут же бутоны, листья, мы все толкаемся. Как же загорает ваша каудата, которая сильвер? Ну вот, она тоже здесь, она тоже загорает. Видите? Но не так, как каудата Gold. Каудата Gold, мне кажется, она поярче. Но у каудаты Silver тоже загар, и тоже он такой с обратной стороны, такой темненький, видите? Лист становится не зеленый, а темненький. Но они отличаются, в любом случае отличаются. Так, и я же пришла вам показать манипуренсис. Ой, видите, какой загар? Даже загар у Николсоне. Кстати, Клеменсиорум наконец-то показал хотя бы признак того, что он собирается растить листья. Девочки, я хочу этого индонезийского друга тоже перевалить в больше вот такой вот стаканчик. Вот такой вот. Не знаю. И боюсь, но думаю, я вот тут прям его аккуратно вытащу. И аккуратно просто поставлю и засыплю грунтом. Так, про манипуренсис фила. Хочу вам рассказать, что с ним происходит после пересадки. Вот такой же идентичный, в такой же состав грунта, как я сделала сейчас для Louis Buis и для Новобоенсис. Вот смотрите, прошло некоторое время, он сидел, прям ничего не хотел растить. И после вот этой пересадки, смотрите, как здорово пошли в рост корни. Видите? Здесь я... А, нет, есть. Все то же самое. Все то же самое, только я вижу, что у меня перлита здесь поменьше почему-то. Ну, в общем, вот. И пошел рост даже вот здесь. Видите? Листиков. То есть он после перевалки прям начал вегетацию. Так что мне показалось, что нужен толчок всем. Вот такой вот он чумазый. После обработки санмайтом. Я все брызгала. В общем, сейчас пойду еще перевалю ЕПЦ 260. И мне надо полить мою красавицу, вот эту красоту, калистофилу калимантан. Помыть ее, она туда выдала ус, постоянно набирает цветение. Вон он ус пошел туда, там еще один у нее цветонос, которым она тоже цветет. И пока она не хочет она ничего сейчас пока растить, никаких листиков. Вот ее корневая, тоже оплела уже весь горшок. Она претендент. Ну, хотя еще можно посидеть. Не могу сказать, что она прям претендент на пересадочку. Оно, ну, вроде еще влажно. Не скажу, что прям она там высохла. Но смотрите, что она творит. Она без конца цветет. Вот здесь бутоны новые. Посмотрите. Видите, вот, девчонки. Вот формирует новые бутоны. Там формирует новые бутоны. И там выше формирует новые бутоны. Листики мне давай. Ну вот листики, она здесь вот что-то тут собирается, видите. Тоже, видимо, ей здесь сильно светло. Потому что, вот видите, они, если мельчат листья, значит им слишком светло. Большие листья у них рождаются и вырастают большими. Когда им мало освещения, они увеличивают площадь листа. Хотя Рангсан, вон, большие листья вырастил. Ну, он там в тенечке стоит, подальше от ламп. Девочки, надо все смотреть, потому что очень часто, если, это я прочитала, если хоя цветет, 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 и ничего не растет у нее, значит, она что-то задумала, значит, ей сильно хорошо. Так, девочки, вот это вот я вам хотела показать, что у меня из цветущих. А здесь у меня цветет. Ого-го, сейчас поставлю вниз. Главное не перевернуть. Это же наша Австралис Лиза, красотка. И вот она у меня что-то так начала цвести, но она не развила много бутончиков. Ну, пахнет такая интересная. Она чем-то, знаете, на кого похожа?
цветением на эллиптику сплэш мою. Ну, не совсем похоже, но что-то есть общее. Такие у нее красивые цветочки, видите? И цветет она у меня второй раз на этом цветоносе. Посмотрите, прошлогоднее цветение. Но в том году была корзиночка с большим количеством цветочков. Сейчас такая полукорзиночка. Так, я где-то еще видела. Вот здесь видела цветонос. Вот здесь будет впервые цвести, надеюсь, не сбросит. У нее один побег такой вариагатный, а другой более зеленый. И вот на этом зеленом она цветет себе. Что-то она вот пошла у меня в зелень, но не совсем ушла в зелень. Есть вариагатность, но не такая красивая, как на этом побеге. В принципе, надо бы его, этот побег, срезать. И чтобы развивался вот этот побег. Но он тоже развивается, вот растет, но не так быстро, как этот. В общем, они друг друга дополняют. Понимаете? Друг друга дополняют. Красота. Красота. Главное, чтобы эту красоту не уронить. В общем, после пересадки здесь у меня неплохо... Ой, девочки, я сейчас, чтобы не уронить всех, неплохо себя чувствует. Пока еще непонятно, как себя чувствует Macrophylla Pot of Gold в этом шикарнющем огромном горшке. Так, я сейчас разверну. Нужна еще одна рука. Главное не свалить с подоконника никого. То будет. У меня тут 3 стоит мои гигант. Ну, они не гигантские, но такие взрослые дамочки. Им всего лишь по 2 годика. Нам по 2 годика. Но эту просто обстригла, поэтому она поменьше. О, какие листья у Macrophylla Pot of Gold. Я буду надеяться, что после пересадки, после стресса она все-таки одумается. Вот здесь вот либо лист будет, либо усик, что-то должно быть. Видите, как бы живая вот точка. Точка роста. Ну, не помню, она была живая при пересадке или, в принципе, она сейчас ожила. Будем ждать. Если будет капризничать и стоять на месте, я думаю, что я вот этот черенок верхний на 3 листа обрежу. Здесь вот этот. И попытаюсь укоренить. Но я хочу, чтобы она перезапустилась. Что-то я нарушила или я ее засушила в глиняной посуде, не знаю. Но вот это вот осталось у меня. Абавата варигата. Очень красивая такая, классная. Я вам ее, если сейчас разверну другой стороной, она вам понравится больше. Сейчас, девочки, вот смотрите. Вот я вам сейчас так ее поставлю. Ее надо рассматривать, когда она к нам стоит личиком. Видите, какая клевая, да? Стоит у меня, жарится на солнце, но я ее притенила сейчас. Вот такая красота. Вот. Очень мне нравится. С девчонками делюсь срезами. Девочки, кто желает срезы, пишите мне на Фейсбуке Анна Ярощук. Аня Ярощук. Анна Ярощук. В общем, Ярощук Аня. Найдете. Вот тут, кстати, можно у Абаваты вот этот шикарный срез сделать. Вот. 3 листа. Видите? Вот отсюда. Он прям отсюда, в принципе, тут такой красивый. Я люблю, когда листья вот такие вот. Когда они крутятся, мне не очень нравятся. А крутятся они потому, что не успеваешь с поливом. Где-то зевнешь, и Абавата так реагирует. Любая Абавата, и сплэшная, и варигатная, и обычная, реагирует тем, что она начинает, как бы, может забирать влагу из листа, и он так меняет форму. Когда листья вот такие красивые, ровные, это говорит о том, что к ней чаще подходят и вовремя поливают. Я вот поначалу даже не могла понять, она еще и в глине, почему она вот так листья крутит. И видите, плохо развивает. А потому. О, смотрите, здесь новый ростик. Молодец. Благодарная девочка. Хоя Абавата варигата. Любит еще процветать. Часто балует цветением. Помните, я вам показывала, здесь маленький был листочек, буквально неделю назад. Он еще такой нежный, но вот он уже вот такой большой. Смотрите, как быстро хоя растят листья. Обалдеть. Это красивая хоя Сабах. Я все время забываю его название. Витилиноидес Борнео Хоя СП Сабах.
ЕПЦ 961. У нее лист становится такой, когда вызревает, прям, знаете, картонный. Классная. Она мне очень нравится. Но мне кажется, что она как просохла или что. Нет, вроде все у нее в порядке. Показалось, что какие-то мягкие листья. Кто его знает? Нет, нормально. Мягкие листы вот этот, который новый. Эти такие картонные. Я просто ее недавно пересадила, поэтому я переживаю, что у нее там с корнями. Вот здесь еще один лист растет. Усик обрастает. Вот он еще такой маленький. Ну, скоро он будет вот такой красивенный. Вот такая прелесть. Я еще ни разу ее не резала, не укореняла. Думаю, когда она нарастит листиков, смогу, девчонки, попробую укоренить и смогу поделиться этой красотой. Очень неприхотливая, очень интересная хоечка. Спрашивают меня часто про вот эту хою, эллиптика сплэш моя. Но я сейчас, девочки, ее не режу, я там пару черенков срезала где-то внизу. А сейчас она у меня готовится к цветению, я так подозреваю. Почему? Потому что вот появились цветоносики. Вот. А я люблю, когда она цветет. И вот здесь, видите, какая красота. Я люблю. Так, я выключу полку с хоями. Пускай постоят еще в таком, в полутени, на естественном освещении. По-моему, вот здесь тоже цветонос. Видите, прям какое-то намечается массовое цветение хои эллиптика. Красивые листья, овальные. Некоторые есть листья, которые показывают огрехи ухода за этой прекрасной дамой. То солнышко посветило, то где-то пересушила ее хозяйка. В общем, хои своими листиками показывают рассказывают все нюансы. Так, ну это красота. Сейчас я перемещусь. Так. Вот, кстати, Светлана, которая мне девочки сказали, что она не Светлана. Что это и есть та ЕПЦ 260, которую я купила. Но я смотрю, и вроде похожи, и все равно разница есть. А может, действительно это не Светлана. Ну-ка, девочки, кто знатоки Светлан? Девочки говорят, что у них темные Светланы. Но дело в том, что она у меня находится на ярком освещении. Ну, под лампами 18 ватт много часов. Может быть, просто из-за этого она такая светлая. Ну, девочки, не знаю. Растет медленно. Вот она тут, я вам показывала, лист растет. Ой, не лист, а ус растет. Он туда ушел. И там она у меня собирается цветонос наращивать. В общем, такая красота. Так, здесь у меня вот это, я вам показываю все время, моя красотка, несостоявшаяся аргентинская принцесса. Вот так она растет. Ушла она в этот какой-то хвост. Вот она пошла. Я все жду от нее цветения. Она передумала. И вот она тут листьев растит. Просто неимоверно сколько. Я ее закрутила сегодня, вот так вывела. Думала срезать, потом думаю, ладно, пускай наращивает эту свою серебряную красоту. И рядом с ней вот эта ее подружка Новохост. Замечательная, она мне очень нравится. Но, кстати, она так не спешит, как вот эта серебряная соседка. Она так не спешит. Она растит свои листики с более такой интересной заливочкой. Но не спеша. И ус не спешит, и она не спешит. Так, ну и моя любовь, Сабах Бьюти, которая вообще любовь любовная. И, по-моему, надо ее полить. Кстати, Сабах Бьюти очень быстро просыхает из-за того, что у нее крупный лист. И она вообще такая вся красивая. Она мне очень нравится. Один листочек я поставила на укоренение, пробую, срезала череночек, пробую укоренить. Такая вот прелесть.
Еще я не пробовала укоренять ее, но поставила вот там у меня в тепличке. Сейчас уже чуть попозже буду включать свет. А, какая красота, да, девочки? Знаете, кто это? Это я вам в видео про орхидеи расскажу, кто это. А сейчас буду молчать, как партизан. Ну, кто знает, тот догадался. Так, смотрите, да? Значит, Аня, ты должна нас полить, всех, кто здесь стоит. А сейчас пойду еще... Так, это вроде мокроватая. Ой, ой, спокойно. Тут одну тронешь, и все начинают двигаться. Все начинают двигаться. Не слишком зафиксированные усы. Тут у меня прям такая клумба с разными хуечками, с подружками. Так, и тебя тоже подвигаем, красота, к общей компании. Все. В общем, я вам рассказала, показала, что тут у нас происходит. Ну, что еще по хвоям? По хвоям могу вам сказать, что вот у меня 2 черенка растут. Красавец полинейр альбомаргинатных. Вот они, красивые дамочки. Хотелось бы от них, чтобы была вот белая веточка. Знаю, что это плохо, но это так красиво. Тоже надо полить, вижу. Тоже. Уже легкие стаканчики. Очень быстро пересыхают, но надо аккуратно, чтобы их не перелить. Это вот была у меня история с черенком полинейры, который я залила в осенний период на окне. Пока не было отопления, я его залила, я его почеренковала. У меня получилось 3 черенка. Одно уже растение укорененное уехало. Я себе оставила 2. Потому что, девочки, оказывается, не так все просто, как казалось. Ну, мой первый опыт показал, что надо с поливом аккуратно. Вот так вот. Так, кто здесь у меня еще из хуечек? Больше никого. Так, вот здесь вот это вот, по-моему, как же она называется? Девочки мне писали. Фунги, не фунги. Вон она пошла вот туда аж наверх. Ой, я вроде подписывала или не подписала. Ну, вот такая вот она. Полосатик вот такой вот. Такой полосатый лист. Но она симпатичная, в подарок мне была. И здесь дует все бутоны, все, я никак не дождусь. Моя фуваенсис, я вам рассказывала, что она вот так полезла. И здесь, по-моему, она ус раздвоила. Надо же. Мало ей, в общем-то, держаться одним усом, она решила его раздвоить. В общем, вот так вот. Он сейчас пока обрастает новыми листиками. Ну, а-ля каудата. Интересная. Хуя тоже прикольная. Я первое ее цветение дома. Она уже не первый раз этого цветоноса цветет. Смотрите, сколько раз она цвела. Но первое цветение я пропустила. Я его нашла внизу лежащим. Отцвела она, короче. Теперь она решила меня порадовать еще раз. Чтобы я уже увидела, как это красиво выглядит. Такой у нее листочек плотный, со сплэшиком, пушистый. Интересная. Это моя мечта о разных каудатах. И вот я решила каудата подобные тоже прикупить. Там еще у меня она есть, еще одна похожая. Это фуваенсис. А вторая у меня, по-моему, на нее тоже похожа немножко. Флагеллата есть у меня. Я ее унесла в другую локацию. Отнесла ее в спальню. Там у меня новая полочка, она в спальне. Так, ну, в общем, по хоечкам тут вроде бы все. Так, ну и осталось ни много ни мало пересадить вот этого красавца. Не знаю, приехал ко мне красивый. Надеюсь, красивым и останется этот красавец. Так. Немножко пенопласта на дно. Грунт намешала. Ой. Надеюсь, что ему будет комфортно. Так, у него обломался усик его. Легко достается. Даже не надо обминать. Без дренажа
корни хорошие. Так, немножко я что-то многовато положила грунта. Вот так вот. Так. И обсыплю его со всех сторон. Не знаю, во что он посажен. Корни уху я никогда не разбираю. Ну, вообще промывать, разбирать, это если менять субстрат. Например, если вы решили выращивать после грунта, решили выращивать в гидропонике там, или в перлите, или, знаете, что я сделаю? Вот так, чтобы не рассыпать. Или в перлите, или в каком-нибудь керамзите. Тогда можно, конечно же, промыть. Нужно промыть, чтобы органика не попала к вам в горшочек, чтобы вы могли наладить полив. Ну, возможно, от кокосового субстрата тоже промывают, если переводят в какой-то грунт с использованием торфа или почвосмеси. Тоже возможно. Но тут я не поняла. Тут, по-моему, какой-то грунт, похожий на универсальный. Но точно не кокосовый субстрат и точно не похоже на торф. Скорее всего, какой-то, видимо, просто субстрат. Ну, в общем-то, так. Прижать немного. Красавчик. Надеюсь, ему понравится. Осталось только их немножечко попроливать. Чем я буду проливать? Вновь укорененные, переваленные в большие стаканы черенки. Скорее всего, что это будет радиофарм. Мне спасибо, подсказали. И это действительно так. Он помогает быстрее укоренить растения. Вот такие сегодня 3 пересадочки. Но это еще не все, ребята. Я сегодня хочу еще клеменсиорум перевалить вот в этот большой горшочек, но уже не на камеру, потому что я не знаю там, как на камеру можно это делать. Я прям хочу стационарно. У него очень большой клеменсиорум аус, поэтому я хочу его аккуратно вытянуть, приготовить стаканчик уже наполовину с грунтом, поставить и аккуратно засыпать. Ох, я даже не представляю, как это я буду реализовывать, эту идею, чтобы не тащить его никуда сюда, не трогать его ус, не беспокоить. В общем, посмотрим. Посмотрим. Может быть, этапы пересадки, которые я буду проводить, я вам покажу. Так, а это пока сейчас готовится к поливу. Сейчас разведу радиофарм и немножечко поливу. Здесь можно, мне кажется, даже чуть-чуть досыпать грунта. Вот так. Ну все. Мы готовы к росту и развитию, и к цветению. И радовать вас, радовать. Так, я приготовила половину стаканчика грунта, еще замешала. Иду спасать клеменсиорум. Как вам и говорила, развела радиофарм и поливаю. Ну, в добрый путь, друзья, в добрый путь. Надеюсь, что все будет нормально. Это стимулятор, это корнеобразования. Ой, красивые листики, да? И набаваенсис. Я сделала такой, видите, раствор не концентрированный, легонький. Девочки, там на инструкции почитайте, сколько надо по инструкции. На пакетике написано. Там немного надо. Это я точно помню. Там, знаете, как я сделала прям такой не сильный концентрат. Все, иду дальше к клеменсиоруму. Да, это еще тут квест.
Он тут у меня в стаканчике. Он просто, видите, как привязан. И вон он лежит вон там, цветоносом. Видите, какой огромный. Такой огромный, в таком маленьком стаканчике. Корней я практически здесь... Ну, они есть корни, вот. Корни есть, но их плохо видно. Сейчас я... Так, девочки, беру стакан. Я его достану и сразу туда перевалю. Вот, смотрите, я его достаю. Корни есть, но их немного. Немного, как для такого большого растения, очень немного корней. Это очень странно. Минимум вмешательства. Видите, сколько еще грунта осталось неосвоенного. Может быть, из дря. Но с другой стороны, возможно... Что ж такое? Почему он так плохо корни наращивал? Непонятно мне. Ну, посмотрим, как будут дела здесь происходить. Сейчас буду засыпать. Кстати, у ачеха тоже не сильно с корнями супер. Но он тоже вот растет. Ачех. И новые листики растит. И вот он, усик туда аж пошел. Вон там уже торчит, видите? Вот странно. Чем питаются? Непонятно. Ребята, может, я и делаю ошибку, предлагаю ему такой огромный объем. Ну, посмотрим. Я все жду листика, вот тут что-то наметилось. У нас сегодня очень ветрено, слышите, шум ветра за окном. Шторм. Так, ну, в общем, вот так. Здесь надо убрать и дать немного радиофарма в корешки. Там, в принципе, у него было влажненько. Ну, посмотрим. Дренажных отверстий я ему не сделала. Грунт с разрыхлителями. Надеюсь, что все будет нормально. Этот пока не дергаю. Он растет. Этот просто что-то... Ну, вот он там листик новый дал. Я думаю, вдруг там ему что-то не хватает в почвосмеси. Кто его знает. Ну, посмотрим. Ну, обидится так обидится. Почеренкуем. Что делать? Ну что, ребята, заключительный аккорд. Радиофарм. Радифарм, или как его правильно называть. Короче, помощник в росте корней. Я много не буду наливать. Я чуть-чуть смочу грунт. Немного. И будем наблюдать. А ну-ка, у ачеха здесь мокро еще. Ну так, можно ему тоже дать этого снадобья чуть-чуть. Ачех усажен мною, укоренен. И он, знаете, в чем? В классмане, в торф-классман. В общем, вот так. Он еще не в полноценном грунте. Ну, может быть, торф тоже можно считать полноценным грунтом, питательным. Но, по-моему, в торфе можно только полгода, да? Или я ошибаюсь? В общем, вот так вот. Вот так вот. Все. До скорых встреч. Всем здоровых, красивых растений. Ой, эти новые листики просто великолепные. Просто великолепные. Просто замечательные. Просто сказочные, да? А бутончики просто вкусные ягодки. Всех обнимаю. Всем пока-пока.